Друзья, всем привет! Сегодня в обзоре рассмотрим новый ЦАП-усилитель для наушников от компании Celeste стоимостью $90. Приходит он в очень небольшой синей коробке с золотистой надписью Celeste, а тут указаны технические характеристики. И в качестве ЦАПа нам тут поставили довольно новенький ES9039Q2M. Соотношение сигнал-шум на обычном 3.5 выходе составляет 123 дБ, а на балансном 4.4 мы получаем 126 дБ, что является хорошим результатом, и заявленная мощность на 3.5 выходе составляет 250 мВт, а вот уже на балансном 4.4 выходе мы получаем 480 мВт, что, поверьте мне, очень немало, и частотный диапазон указан от 20 Гц до 80 тысяч кГц, что просто превосходно. И понятное дело, этот ЦАП без проблем работает как на Windows, macOS, Android и iOS девайсах. Теперь давайте рассмотрим комплектацию подробнее. Инструкция по использованию и настройке. Хороший кабель с Type-C. Ну и выглядит этот ЦАПик очень хорошо, он довольно компактный, выполнен полностью из металла, здесь имеется надпись Celeste CD20 и чуть ниже указана поддерживаемая частота дискретизации и воспроизводимый формат DSD, а именно 512, что очень круто. А тут находятся три кнопки управления: многофункциональная красная кнопка, ее однократное нажатие ставит трек на паузу, либо воспроизводит трек дальше, а двухкратное нажатие это уже переключение на следующий трек, трехкратное нажатие на предыдущий трек. Ну и зажав ее на 1 секунду, мы переключим коэффициент усиления с высокого на низкий и наоборот. И также нажав и удержав ее, мы переключим ЦАП в режим UAC 1.0 для работы уже с игровыми консолями. А еще две кнопки тут управляют, понятное дело, громкостью. А тут внизу есть надпись Celeste, и конечно тут у этого ЦАПика есть функция памяти, поэтому громкость тут не сбрасывается. И как обычно на одном торце тут располагается разъем Type-C для подключения комплектного кабеля, а на другом торце есть обычный 3.5 выход и балансный 4.4 для уже подключения наушников. Ну а приобрести этот ЦАП-усилитель вы сможете прямо сейчас на AliExpress в официальном магазине компании Kinera, и на него еще 5 дней сейчас действует скидка, и можно применить дополнительный промокод на более низкую цену. Ну и также не забывайте ознакомиться со всей информацией по этому продукту более подробно на официальном сайте Kinera Audio. Ну и послушал и хорошенько протестировал я этот ЦАПик с абсолютно разными наушниками, от более бюджетных динамических, как Celeste Ignite X Beast, так и, конечно, я спокойно и вообще без каких-либо проблем слушал топовые гибридные наушники T-Audio Hype 4, так и с удовольствием послушал трибридные наушники SIMGOT EM10 из предыдущего обзора, и могу сказать, что я абсолютно точно остался доволен. Да, этот ЦАПик немного нагревается при длительном прослушивании, но самое главное здесь, я считаю, какую мощь и звучание он вообще выдает. А поверьте мне, он способен действительно на многое. И в первую очередь хочу отметить, что этот ЦАП-усилитель имеет идеальный баланс между техничной точностью и музыкальной ясностью, делая звучание на выходе живым, эмоциональным, но без какой-либо излишней навязчивости в области верхней середины или добавочного приукрашивания. В нем чувствуется и точное разделение частот, и крайне правильная гармоническая согласованность, благодаря чему каждый инструмент сохраняет свою уникальность и не перекрывается другими. И даже в сложных многослойных треках этот ЦАПик разделяет все образы и локализует инструменты в пространстве предельно точно и на уровне реально топовых источников. Ну а низкие частоты обладают редкой для такого небольшого ЦАП-усилителя комбинацией точности и натурального объема. Они создают прочный, но ненавязчивый фундамент, который помогает остальным частотам раскрыться и при этом не доминировать над общей звуковой картиной. Контроль и точность здесь особенно впечатляет, и даже при действительно сложных басовых партиях этот ЦАПик не допускает размытости или бубнения, так как каждый басовый удар четко очерчен и хорошо отделен от других частот.
частот, и это особенно заметно на треках с плотным многослойным басом, например, в той же электронике, где буквально каждый звук остается на своем месте и не смешивается с другими. Этот цапик прям отлично прорабатывает бас с естественной отдачей, но не стремится искусственно усиливать его глубину, что очень важно. Басовые ноты имеют отличный объем и вес, чтобы придать музыке необходимую мощь и дать ощущение уверенной фундаментальности, но излишне не перегружая собой микс. И я считаю, что самое главное здесь, что на выходе бас остается очень собранным, рельефным, что позволяет услышать даже самые тихие вибрации и нюансы и обеспечивает хорошую слышимость, сатурации и дисторшена у гитар. А средние частоты у цапика CLS-CD20 это, можно сказать, буквально сердцевина его звучания, где различные детали и нюансы раскрываются очень эмоционально и, самое главное, натурально. Этот цап-усилитель отлично передает сложные переходные процессы, которые придают музыке необходимую динамику и естественность звучания, а вокальные партии и основные инструменты занимают в пространстве сцены центральное и буквально выделенное под них место, заметно выраженной текстурой и натуральной чуть добавочной теплотой, что позволяет передать и необходимую живость и буквально искренность исполнения от артиста. И каждый нюанс голоса, будь то дыхание исполнителя, изменение интонации или легкий шепот, передается очень отчетливо и с высокой детальностью, создавая эффект живого присутствия. А женские и мужские голоса звучат равноценно, экспрессивно и слегка более выразительно, чем на других источниках, но без чрезмерной резкости или подъема, сохраняя приятную мягкость и естественность в общем звучании. А инструменты, такие как гитары, фортепиано и струнные, звучат полноценно и насыщенно с мягким, но точным атакующим акцентом, который буквально подчеркивает самые небольшие нюансы каждого аккорда. Да и каждый инструмент в миксе ощущается очень органично и выделяется на фоне остального, сохраняя свою текстуру и характер. И особенно приятно то, как этот цапик прорабатывает такие детали, как вибрато на струнах или легкие удары по клавишам фортепиано. И эти прям, казалось бы, микроскопические моменты становятся тут очень слышимыми и очень сильно помогают еще большему погружению в музыкальное полотно. В общем, в целом, средние частоты у CLS-CD20 проработаны буквально до самых мельчайших деталей. Они звучат выразительно, открыто и передают эмоции с той ясностью, эмоциональностью и правдивостью, которая ценится среди аудиофилов. А высокие частоты в CLS-CD20 это настоящий пример превосходной прозрачности и детальности, которая раскрывает абсолютно все нюансы, не перегружая восприятие яркостью или резкостью в этом диапазоне. Этот цапик передает высокие частоты с необходимой легкостью и воздушностью, добавляя звучанию и свежесть, и открытость, которая как раз и подчеркивает различные нюансы, но без навязчивого акцента. Разрешение и детализация в этом диапазоне буквально выдающаяся. Можно уловить самые мельчайшие звуковые нюансы, такие как легкие прикосновения к тарелкам, шуршание струн и послезвучие, что добавляет как раз необходимую живость и еще более погружающую вас в композицию глубину. Каждый элемент звучит с точной артикуляцией, создавая эффект присутствия и ощущение, что инструменты находятся прям совсем рядом с вами. И даже в насыщенных композициях, где высокие частоты могут как-то смешиваться и выдавать себя излишне, CLS-CD20 сохраняет и четкость, и раздельность, позволяя легко различить тонкие детали. В общем, аналитическая способность тут реально на высоте. Ну и звуковая сцена у этого цапика действительно радует своим объемом и естественностью, создавая впечатление, будто музыка развернута перед вами с хорошим ощущением пространства, а ширина сцены как раз и позволяет легко различать, где на воображаемой сцене расположены инструменты и вокал. Звуки ощущаются очень разделенными и не накладываются друг на друга, что делает прослушивание более приятным и понятным. В глубину сцена также чувствуется хорошо, ближние инструменты и вокалы передают чуть более выделенно вперед по построению, а дальние фоновые элементы чуть поспокойнее нас окружают, но с хорошей читаемостью. И именно это создает эффект присутствия, как если бы вы слушали живое выступление, где звуки распределены в пространстве и воспринимаются более объемно. В общем, этот цапик удачно сочетает пространственные характеристики с чистым звучанием, так что даже на сложных треках сцена остается максимально аккуратной и понятной для всех, не перегружая слух лишней информацией.
А вывод у меня получился таков. Целая CD20 это отличный ЦАП-усилитель, который впечатляет своим тонко выдержанным балансом звучания и сочетанием выразительной техничности, прозрачности и музыкальной открытости. Этот ЦАПик точно понравится абсолютно всем аудиофилам, ищущим предельно честное, точное и, отмечу, при этом эмоционально вовлекающее звучание. И от себя я его определенно рекомендую к покупке. Ссылка на покупку этого ЦАПа находится в описании и в закрепленном комментарии под видео. Не забывайте ставить лайки и писать ваши комментарии. С вами был IC Genius. Всем удачи и пока!